Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре будет с вами на распаковке и обзоре капсульная кофемашина. Вы просили, чтобы я снял ролик про капсульную кофемашину, показал, на что она способна, как она работает. Конкретно ту модель, которая была по запросу, наверное, я не нашел, но нашел максимально близкую. Скажу честно, ролик с первого дубля не получился, поэтому я его переснимаю второй раз. И эффект вау такой вот, как бы уже, наверное, не получится. Но зато я посмотрел некоторые крутые фишки, которые есть на этой кофемашинке. Вот здесь у меня коробка. И смотрите, что я обнаружил. Эта кофемашина под брендом Nespresso производится, но производит ее компания DeLonghi. Мало того, я нашел, что изготовитель этой кофемашины Украина. То есть эта кофемашина делается в Украине. Поставляется она реально в такой коробке. Я уже ее, правда, распаковывал один раз, но, к сожалению, не получилось зафиксировать все эти эмоции, которые я испытывал. Вот, что здесь есть в комплекте? Это подставочка, которая входит в комплект кофемашины, набор с капсулами. Здесь их было 14 штук, но я их уже распаковал, какое-то количество их использовал, поэтому осталось меньше. Ну и непосредственно сама кофемашинка. Она упакована вот таким вот образом. В общем-то, ничего сложного. Сейчас я ее вытащу, коробку со стола уберу. И мы с вами начнем разбираться с кофемашинкой. Так, коробка нам не понадобится в принципе. Итак, прям повторюсь, что с первого раза не получилось снять, но все равно по факту вот. Если у вас вот такая кофемашинка, то вы достаете ее из коробки. Это реально так. Вот, я достал ее из коробки, включаю в розетку сразу. Снимаю бункер. Вот здесь снимается емкость для заполнения для воды. Она небольшая, ну я думаю где-то на литр, наверное. Я нигде инструкцию не читал. Здесь, кстати, не написано. Просто написано, как ее устанавливать. Доливаете водичку. Ну, можно столько, нам столько хватит, я думаю. И все. И мы с вами вставляем бункер на место, защелкиваем. Включается она на одну кнопку, на любую. Здесь две кнопки, на любую включается, и все, машинка начала греться. Вот сама машинка выглядит вот так. В комплекте есть 14 капсул. Честно говоря, их здесь много. Здесь есть как моносорта различных регионов, так как какие-то купажи. Я их буду только по цветам отличать, потому что я не разобрался в этих капсулах, что там у них во вкусе. Вот, я какое-то количество попробовал, были позитивные, были такие средние, ну прям негативных капсул на самом деле в комплекте не было. Значит, вот машинка прямо из коробки. Сразу буду говорить про минусы и плюсы. Но для начала предлагаю приготовить кофе. Так, я для того, чтобы первую чашку заварить, возьму такую капсулу черного цвета. Что про нее написано? Это капсула для приготовления ристретто. Сразу ставлю, ничего не прогреваю, забрасываю капсулу и сразу же настрою порцию кофе. Настраивается здесь она очень легко. Мы нажимаем на кнопку «Держим». Кофемашинка начнет сейчас готовить кофе, и когда закончит, нужно будет просто кнопку «Отпустить». И она запомнит тот объем кофе, который здесь был. Льется довольно быстро, но в принципе, смотрите, выглядит кофе нормально. Это вот прямо кофемашина из упаковки, без всякого прогревания, без всего. Вот буду показывать на вторую камеру, как выглядит чашка кофе. На самом деле очень много крема, очень такая пенистая чашка кофе. Ну, я выбрал черную капсулу, то есть она как бы рассчитана для ристретто, наверное, будет очень насыщенный кофе. И долгое время пенка держится, цвет у нее фисташковый, коричневый. Все очень даже супер, то есть никаких замечаний у меня вообще нет. Слушайте, нормальный кофе. Есть горчинка, кислинка, очень даже сбалансированная, даже больше преобладает кислинка. У нас горечью вместе в перемешку. Очень даже классный кофе, температуры хватает. Внешний вид отличный, то есть никаких вообще проблем. Можно попробовать другую капсулу заварить, а пока я расскажу про плюсы и минусы конкретно капсульной кофемашины. Если вот посмотреть на форм-фактор, то есть на размер этой кофемашины, но она реально очень маленькая, она очень маленькая. Если взять ее, вот, допустим, в ширину, ну она чуть шире, наверное, айфона, да? В длину, как два айфона, вот так вот просто положить в ряд. И в высоту столько же, то есть она очень маленькая. Вот коробка от нее, смотрите, насколько она выше. Я ставлю коробку, и коробка выше, чем кофемашина на четверть, даже больше, чем на четверть. Поэтому я как бы всегда нормально относился к капсульным кофемашинам. По причине того, что это удобная штука.
Ее можно поставить где угодно. Допустим, я был в итальянских семьях, и там у них принята капсульная кофемашина. Они очень любят эти машины. Они ставят их рядом в каждой комнате. То есть вы там можете выйти на лоджию, там, ну, типа балкон нашего, только там не бывает такой прямо минусовой температуры. Ну, в частных домах, в частности. И там будет стоять вот такая крохотная кофемашинка. То есть итальянец захотел и сразу пьет кофе. Вот так, как я сейчас, заряжает и прям пьет. У них даже в спальне бывает стоит вот такая кофемашинка, и там будут лежать капсулы без кофеина, а они пьют реально эти капсулы без кофеина. Вот приготовилась вторая капсула, льется реально быстро, ну я не знаю, тут я даже не считаю, я думаю, что тут секунд 10 и варится чашка кофе. Но слушайте, ну выглядит эта чашка кофе очень даже достойно, пенки много, все как бы в ней хорошо, аромат приятный. Так, я взял желтая капсула. Так, тут два варианта, непонятно какая из них. Один из них декофената, а какой-то второй валюта. Что из них? Ну, третья есть такая ярко-желтая, но это была не ярко-желтая. Скорее всего, это декофената. Да, это кофе без кофеина. Он отличается пониженной плотностью, то есть прям нет вот этой палитры вкусовой, вот это вот не разрывает полсорта вся вот эта история кофейная. Вот, поэтому маленькая, компактная. Плюсы. Нету никакого мусора, нигде не валяется у вас молотый кофе. Подойдет тем, кто вот пьет чисто эспрессо. Хотя я вам скажу, что в ней можно, с использованием этой кофемашины, можно приготовить капучино. Просто молоко нужно делать отдельно. Если хотите, я такой эксперимент проведу для вас в обязательном порядке. Пишите, пожалуйста, под этим видео комментарии. Вот интересно, как будет выглядеть капучино, я реально приготовлю на ней капучино. Вот, поэтому места мало, кофе варит нормально, это не супер кофе. А объективно по вкусу это просто чашка эспрессо. Но она такая довольно банальная, она не супер сложная, она не супер яркая. Это просто чашка эспрессо, ну, такого для бытовой кофемашины, скажем так, среднего качества. Вот если помните ролик, я готовил эспрессо из френч-пресса, и если взять бытовую кофемашину, что-то вот между среднее между ними. То есть вот такой получается напиток. Поэтому, ну не подумайте, что я сейчас как бы говорю, что это плохой прям напиток. Нет, это нормальный напиток. Просто понятно, что за такое время хорошо приготовить кофе не может. Там очень маленький объем кофе, я думаю, там грамм 5, может быть 40 миллилитров. Здесь, кстати, не написано, сколько грамм кофе. Только написано, на какой объем, в общем-то, можно готовить. Лунга до 110 миллилитров, эспрессо 40 миллилитров, ристретто 25 миллилитров. Вот так вот. А я приготовил меньше. Так что это уже были мои проблемы, если мне что-то не понравилось по вкусу. Минусы. Минусов много. Ну, из плюсов еще скажу, что прикольный плюс это то, что большой ассортимент кофе. То есть вы можете купить реально вот такие наборы, можете купить различные капсулы, брать прям ассортимент и дома пробовать разный кофе. Там, захотелось без кофеина, пожалуйста, вам без кофеина. Захотели с кофеином, пожалуйста, с кофеином. Вот, поэтому это тоже, кстати, важное преимущество. Из недостатков то, что, конечно же, ну, она не развивает так, как нужно вкус. Второй недостаток это то, что, безусловно, ну, нельзя сравнивать кофе из капсулы с натуральным, там, свежесмолотым кофе даже в бытовой кофемашине. То есть ароматика и вкусовая палитра совершенно другая. Когда вы берете кофе даже из бытовой кофемашины, то чашка часто бывает очень яркая. В капсульной зачастую чашки кофе подхожи друг на друга, хотя есть ассортимент, хотя, ну, как бы они, конечно, немножко отличаются, но очень такая, знаете, такое отличие незначительное. Вот, пожалуй, это все минусы, которые я могу назвать. Из плюсов еще скажу, что цена, то есть это очень дешево стоит. Я думаю, что сегодня капсульную машину можно купить от 20 долларов, может быть даже на Алиэкспресс и дешевле. Я, честно, не мониторил этот момент. Но в магазине точно можно купить от 20 долларов и там выше, бывают дорогие, но конкретно вот такая малышка, она стоит реально копейки. Да, но сами капсулы стоят дороже. Однако, если взять прогревание кофе на бытовой кофемашине, настройки на бытовой кофемашине и так далее, и так далее, и так далее, то в принципе цена на кофе, вот на конкретную чашку кофе, она будет плюс-минус одинакова. Скажу, что здесь у меня капсулы оригинальные. Они отличаются тем, что здесь из фольги изготовлена сама капсула и фольгой закрыта сама капсула. Если вы покупаете капсулу поддельную, то там будет пластик, ну как бы поддельную. Патент у Nespresso закончился, поэтому сейчас все, кто хотят, могут делать капсулы.
Вот. Не обязательно, что они должны быть какие-то фальшивки, либо плохого качества. Я не об этом хотел сказать. Ну, не изготовлены, в общем, компанией Nespresso. Изготовлены какой-нибудь другой компанией, то там будет по-другому эта капсула выглядеть. Здесь она выглядит вот так. Друзья, пожалуй, все, буду закругляться. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Надеюсь, для вас этот ролик был полезным. Снят он по просьбе моего подписчика. Спасибо вам за вопрос. Пишите еще вопросы, и на ваши вопросы будут обязательно сниматься новые свежие ролики. Пока-пока.